В детстве мне было очень тяжело работать в Голливуде. Мне было всего 15, но я стала очень неуверенной в себе и действительно убедила себя, что я плохая актриса, и что я просто симпатичная мордашка. Мне любопытно было Ты русский. Да? в отрезке сюжетной истории между фильмами «Обитель зла 3» и следующим 4-м фильмом, когда Элис нашла своих клонов, освободив их из клещей того безумного доктора-сексиста. Я будущее. Хуй тебе в рот. Ты всего лишь еще один сексист. Дальше же Элис начинает мстить корпорации и из западного побережья США отправляется со своими копиями в Токио. И я пытался проложить маршрут в голове. То есть от этой базы, этой компании пришлось добираться до ближайшего портового города. Пусть будет Лос-Анджелес. И им нужно было найти самолет или корабль. Привет, Владивосток. Вони сепаратисти, тому що ви такими їх вважаєте. А Божий воводя, выбери себе уже наконец стул. Путешествие Элис и ее клонов от подземной базы в пустыне до Токио представляется крайне сложным логически и полным опасностей, которые в фильме остаются за кадром. Процесс подготовки к такому масштабному перемещению требовал решения множества задач. Прежде всего, необходимо было обеспечить провизию и воду для огромного количества людей, найти транспорт, способный пересечь океан, и, конечно же, оружие и боеприпасы для защиты от зомби и сил корпорации Парасолька. Без сомнения. Часть клонов погибла в стычках, и потери были неизбежны. Возможно, Элис и ее клоны смогли найти убежище и ресурсы в заброшенных военных базах или складах, уцелевших после апокалипсиса. Также не исключено, что им удалось установить контакт с выжившими, которые предоставили им помощь в обмен на защиту. Что касается появления чистых и одинаково одетых клонов в Токио, то это, конечно, художественное допущение. Тупость! В реальности обеспечить такое количество людей идентичной одеждой и гигиеническими средствами в постапокалиптическом мире крайне сложно. Однако, ради зрелищности и динамики сюжета, авторы фильма решили опустить эти детали. Пролет Элис над Лос-Анджелесом в 4-м фильме, безусловно, создает сюжетную несостыковку. Ведь Элис впервые пролетает над Лос-Анджелесом, удивляясь, где должна была быть раньше. Нет, блин, бурят. Американец. Американец. 6 мая, 18:00. Лос-Анджелес. Никаких признаков жизни. Даже этих тварей нет. Некоторые, наверное, сгорели. А куда подевались остальные? Ведь пожары в городе явно были после армии клонов Элис. Логично предположить, что она должна была знать о состоянии города, если ее армия клонов проходила через него ранее. Коммунисты. О нет. Да, даже мистер Уивинг немного испугался, когда увидел себя, повторяющегося много раз. То же самое. Все одинаковые. Возможно, это можно объяснить тем, что Элис была сосредоточена на выполнении своей задачи и не уделяла внимания масштабу разрушений в городе. Или же авторы фильма просто не стали акцентировать на этом внимание, чтобы сохранить динамику повествования. Почему я не Хабенский? Я бы ради этого и по крыше прокатился. И вы знаете, один совет. Чтобы писать о любви, ее надо пережить. Воводя. Спасибо. Пожалуйста. Да не вернул издательство аванс. Мне нравится использовать свое тело для чего-то экстремального, потому что в детстве я представляла себя похожей на воина-ниндзя.